Приветствую вас в эфире акварельной зарядки. Не успела уложить цветы в кадр, значит, сейчас это сделаю по ходу. По ходу пьесы не успела намочить бумагу. Также сделаю это при вас. Техника дает сбой, розы не хотят красиво укладываться. В общем, будем делать все вместе. Лист хотела разрезать, но подумала, что раз неизвестно, как я уложу в кадр розочки, значит, пускай у меня будет такой немножко простор для полета. Не буду обрезать лист сначала. Если что, всегда смогу сделать это на готовой работе. Присоединяйтесь. Сегодня у нас 2 трансляции параллельно с Инстаграмом. Трансляция на YouTube. Перейти на трансляцию можно у меня из вечных сторис в Инстаграм. Я думаю, что там будет немножко поудобнее картинка. Но вот мне сейчас тоже надо будет настроить. Присоединяйтесь. Значит, розочки сегодня с натуры. Вот сейчас я при вас же их и уложу в кадр. Но для этого мне сначала надо увеличить мое рабочее поле на YouTube. Так, система ниппель. Прошу прощения за неудобство. При выключенном эфире не удается это сделать, поскольку не видно, как будет что отображаться. Так, палитра в кадре. Цветы. Надо уложить цветы. Значит, цветочки у меня переночевали в холодильнике. И, в общем-то, это дало им шанс на выживание. Остальные вся остальная, большая часть букета завяла. Так, ну как же мне сделать, чтобы они вам были видны? Так, ну вот можно так, но так они уйдут полностью из Инстаграма. Так, вот так. Вот так. Теперь надо немножко улучшить картинку на YouTube. Вот на YouTube напишите, пожалуйста. В Инстаграме вроде бы так более-менее прилично это выглядит. Вот так. Так, приветствую тех, кто присоединяется. Напишите, пожалуйста, как картинка на YouTube насчет цветочков. Вот вроде бы лежат, но, конечно, отображаются по-разному. Так. Хорошо, отлично. И напишите теперь в Инстаграме, что виден, мой лоб и потолок или в кадре лежат розочки. Так, бумага. Ну, есть время на эти переклички. Бумагу я только что намочила. Так, на YouTube все нормально. Теперь жду ответа в Инстаграм. Значит, что? Бумага у меня. Хлопок 100%, Баохонг 300 грамм. Ну, вот единственное, что получится у нас с вами у всех розы под разным ракурсом. В Инстаграме розы видны под одним ракурсом, на YouTube под другим. Я буду их видеть под третьим ракурсом. Что нам делать? Значит, вы можете либо рисовать так, как они видны в кадре вам, ну, либо повторять за мной, либо посмотреть, как это сделаю я, и сделать со своей натурой. Вот такие варианты работы у нас сегодня есть. Так, и скотч. Мне надо еще их зафиксировать, чтобы они никуда не уходили. А как мне это сделать?
Вот. Розочки приклеила. Они, малое количество воды у них, я тут с ними боролась перед эфиром, мы не смогли договориться, чтобы им было максимально комфортно, поэтому у них такие средние условия комфортности, не знаю, доживут они или нет, наверное, брызгалку можно им принести было бы, да, но не принесли. А вот есть пульверизатор, ну, такой немножко парфюмерный, ладно, не будем. Ну и так, бумагу я намочила вот при вас. Рисовать, к рисованию надо приступать примерно минут, ну вот в мирное время, минут через 10 после того, как намочили ее хорошо с двух сторон. Так, маленькие бутоны можно, там видела под большими розами, но я не могу их достать. Не могу их достать. Вот как легли, так и хорошо. Они, ну, не насильно. Я поубирала, запрятала внутрь листочки, лишь, ну, чтобы они тут не мешали. А бутоны я не могу вытащить. Вот был бы третий телефон. Ага, есть у меня третий телефон. Где он? А вот сейчас я сделаю фотографию. Ну, выложить мне, конечно, сразу не удастся. Значит, после эфира я выложу... Давай, включайся. Сейчас тут пока болтаю, включится телефон. Фотографию, значит, уже после эфира. Фотографии, вот как видны эти розы мне, я сделаю, выложу сейчас. Итак, про бумагу не сказала. В общем, после того, как бумагу намочили с двух сторон, нужно дождаться, чтобы, ну вот она прилипла к планшету, лист лежит в собственной луже. Надо дождаться, чтобы поверхность листа подсохла, вот перестала блестеть. Вот так вот, чтобы когда вы его трогаете, поверхность была сухая, ну вот просто холодненькая, чувствовалось, что лист мокрый, но сама поверхность сухая. Иначе все будет, ну, ежами такими расплываться. Так, сейчас я сфотографирую и начну уже рисовать. Вот сейчас очень жарко у меня, ну, уже с 8 утра выше 30 градусов. Кондиционер как бы включен, но как бы без эффекта. Ну вот, поэтому розы завяли буквально за 1,5 суток. И выжили вот только те, которые ночевали, ну, вчера даже с обеда, которые находились в холодильнике. Так, вот я фотографирую. Вот это примерно то, что вижу я. Так, значит, референс будет потом приляпан. Звонить тут не надо нам. Убрали. Так, ну и что? Ну вот еще бумага сыровата. Значит, что мы делаем? Мы наберем пока все обговорим, как будем рисовать. Рисовать я буду без карандаша. Лист взяла А3, вот не стала его разрезать. Ну вот чисто, чтобы мне технически, организационно в нем поместиться, да, только из-за этого. Я потом его откадрирую, что называется. Ну, либо он хорошо поместится вот и в этом листе. Будем смотреть, значит, где мне надо... Вот если я расположу вот здесь, если будет низ, сейчас смотрю, на YouTube не видно. Значит, на YouTube мне надо еще приподнять. Еще попробовать приподнять. Приподнять. Бэмс. Так, вот так ты будешь держаться? Ну, да, говорит, наверное, буду. Вот так. Все. Держимся. Держимся. Если камера у меня будет постепенно опускаться, ну, планшетик, штативчик такой дохленький, если он будет постепенно опускаться, вы мне говорите, потому что телефон у меня, ну, прям на уровне глаз, мне как бы, ну, я не смогу туда каждую минуту прям смотреть, каждую секунду. Так, ну, мышку убрали. Это убрали. Все, и поехали. Что у меня упало? Что-то из ненужного. Ладно.
Все, здесь нормально, в Инстаграме нормально. Вот так можно сделать. Все, поехали. Значит, ой, ты теперь еще будешь тут баренькать. Давай тебя выключим. Выключим. Все, не беспокоить. Так, все, я готова. Я рисую стоя. Это дает мне вот такую мобильность. И отчасти, наверное, вот эту драйвовость, которая присутствует вот при таких быстрых этюдах. В общем, я чувствую себя, когда я сижу, я чувствую себя зафиксированной, когда я рисую стоя, я чувствую себя свободно. Так, значит, что? Вот я смотрю на эти розочки и вижу вот здесь вот такие какие-то голубоватые, да, голубоватые рефлексы вот где-то на серединной части лепестков. В глубине где-то там совсем такие красновато-оранжевенькие. И ближе вот к краям лепестков будет что-то такое похолоднее, розовенькое. Да? Да. Вот на этом буду ориентироваться. Значит, с чего начну? Начну вот с этих голубоватых. Хотя нужно это сделать осторожно. Почему? Потому что когда мы закладываем сначала холодные оттенки, теплые добавить, вот поверх холодных теплые добавить практически невозможно. Получается грязь. Поэтому сначала стараемся заложить теплые оттенки, а потом добавлять холодные. И вот в данном случае самые светлые у меня холодные, значит, я рискованно начну с них. Где? Вот мой букет. Я смотрю, мне надо закомпоновать мой рисунок, да? Я рисую без карандаша, но как бы такую мыслительную работу никто не отменял. Наберу сначала, вот возьму все-таки что-то сейчас. Вчера вот я мне купила новую киноварь, вот ею слегка вот так розовеньким намечу, где будет мой рисунок. Вот эти розочки вот здесь, так, вот эти здесь, эти здесь, ну и все, и там уже мне ничего не влезает. Вот так, да? Да. Вот это будет мой букетик. Вниз сюда немножко еще будет тень, наверх немножко листочки. При этом куда я уберу розочки? Ну, наверное, уже там это будет не столь важно, немножко сдвину. Так, ну вот, разметила. Вот тут, вот там дальняя розочка, наверное, вам ее не видно. Вот здесь она находится. Поехали, да? Теперь, где моя тряпка? Салфетку не взяла. Ну, значит, будем крутиться с тем, что есть. Голубые. У меня это цирулиум и кобальт лазурно-голубой вместе, парочки. Немножко добавлю капельку. Ой, много. Вот купила новую розовую вчера, и она почему-то очень мягкая. Мягче той, что была до нее. Не делаю фиолетовый, делаю все-таки голубовато немножко так. Намешиваю. В общем, очень легко. Очень легко. Такой прозрачненький. И подкладываю вот где вот эти серединные участки. Вот эта розочка, одна, вторая, вот побольше она должна быть. Третья вот здесь, четвертая здесь. Тут у меня что в темноте находится? Пойди теперь разбери. Значит, тут в тени договорились, что у нас будут вот такие теплые
теплые оттенки. Грязновато уже получилось. Значит, но голубые там все равно есть. Вот они где-то здесь. Так, так. Если я что-то навру вот в самом расположении роз, как бы, ну и ладно, мое право. Сейчас важно разметиться. Так, теперь смотрю, следующий по светлоте оттенок. Акварель ведется у нас от самого светлого к самому темному. Значит, мне надо... Так, чат на YouTube смотрю. Ну, коротенький, но вроде бы там что-то видно. Так, значит, от самого светлого к самому темному. Значит, я вот начала с самых светлых. У меня это такие вот голубоватые, да. Следующие по светлоте, вот что-то такое, какая-то лимонненькая зелень. Значит, я беру кадмий лимонный и аккуратно примешиваю вот к этому голубому, который у меня был. Он где-то вот ближе к короче, с обратной стороны цветка, да? Так вот где-то. Где вот эта розочка? Так. Так, у тех дальних... Пардон. У дальних, когда все мешает. Так, наверное. У дальних то же самое и мешаем. Мы друг другу с ними мешаем. Ну, придется как-то сосуществовать нам сегодня. Значит, вот эти розочки, вот это у нее зеленушка вот здесь. И еще одна розочка, у нее зеленушка вот здесь. Так, теперь, значит, вот вместо кадмия красного купила киновар. Смешаю с чем? Ну, попробуй с кадмием лимонным. Некрасиво. Некрасиво? Ну, нормально. Так, значит, и что теперь? Теперь смотрю, где мне нужно заложить вот эти теплые. Так, ну цвет не очень хороший, да? Значит, добавлю розовинки. Нужно найти красивый оттеночек, чтобы он был теплый. Ну и вместе с тем все-таки красивый. Так сказала, как будто это противоречие, да? Нет в этом никакого противоречия. И мне надо вот с этими розами тоже решать. Смешала опять красный с розовым. Вот эти смотрю, ну тепленькие такие достаточно, да? Сначала делаю все самое светлое. Вот мне уже кажется, они как-то перелегли, да? Улеглись на подушке по-другому. Ну, а может нет, может это у меня от страха. Вот этими розочками теперь надо заняться. Значит, 2 по центру. Давайте, голубушки мои. Значит, сердцевинка. Ну, потеплее. Вот получается холодная. Значит, надо добавить больше красного, кадмия лимонного. Так, чтобы сначала было слово. Нет, чтобы сначала было потеплее.
И что, наверное, мне надо сделать покрупнее, раз у меня вот так тут какая-то чехарда. Вот это кума, голубушка. Значит, пооранжевее, ну, то есть красный с лимончиком. Я ей дам вот сюда. И все разъехалось, смешалось, легло у меня по-другому. Но я делаю приятное, доброе лицо, как будто так и надо. Очень оранжево, некрасиво. Значит, добавляю розового с палитры. Так, вот здесь что? Вот этим товарищам уже можно как-то красный розовый. Можно добавить вот того, что у них там такое красивое. В темноте, да? Ну, не в темноте, конечно. В тени. А вот здесь у нас что будет? Не договорились. Значит, это надо обговорить сейчас. Вот здесь вот голубенькое надо подсунуть, пока не поздно. Итак, вот где тень, там у меня все плывет, все расплывается. Где свет, там у меня должно быть почетче. Ну, пока вот рано, сейчас пока такая самая первая заливочка. Вот с этой розочкой надо разобраться, где приходится делать лицо приятное и доброе. Так, вот здесь тень вот на этом месте. Значит, вот здесь мне белые не нужны участки. Я их закрываю. Вот оставляю только те, вот эти вот лепесточки. Вот эти оставила. А на этой розочке, в принципе, тут все будет такое поактивнее, потемнее. На этих. Ну вот сейчас буду добавлять, пока не увижу вот этот букет, прям вот чтобы был объемный. Вот этой розочки у меня еще нет, а уже пора. Так, вот есть от нее, не вполне мне удобно, ну ладно. Значит, вот есть у меня немножко, вот я поняла, что я смогу сделать. Розы я оставлю на месте, а лист постараюсь немножко опустить, вот так. Значит, вот эта розочка, вот она у меня здесь, чуть выше вот этой, да, вот она. Так, и в нее даю вот чего-то оранжеватенького, то бишь кадмий лимонный с красным. У меня в роли красного киноварь выступает. Заменила ею кадмий красный. Так, вот где-то теплые. Теплые предпочтительно начинать с теплых, потому что из них сделать холодные легко, а из холодных теплые практически невозможно. Получается грязь. Вот здесь сниму контраст, четко вот эту линию уберу, потому что здесь тень. Нет, ничего четкого не нужно.
а вот здесь можно. Так, и еще одна розочка. Буквально последняя. Так. И вот здесь вот это просвечивается так красивенько, да? Значит, вот эти просвечивающиеся лепесточки. Так, можно показать. Все, теперь смотрю, где что мне надо смягчить, вот чтобы все было симпатичненько и красиво. Четкие линии, ну вот светлые совсем, белые, не закрашенные, ну вот голубыми они у нас были, да? Вот на этой розочке должны быть, вот на этой маленькой, вот где-то здесь. Тут сейчас добавится зелень. Тут, и тут, и тут, и тут. Значит, все, теперь могу делать листья, да, они будут служить фоном таким для этих роз, и потом буду прорабатывать им объем. Комментарии: не увидела, кисть с Алиэкспресс, да, кисточка каллиграфическая, покажите, пожалуйста, где купить такую кисть, может, с ней получится. Ну, с белочкой, в принципе, то вот это вот все можно делать белочкой небольшой. Подберу воду. Можно делать это белкой. Кому интересна такая кисточка, как у меня, пишите в директ. Ссылкой поделюсь на Алиэкспресс. Она вообще копеечная, кисточка копеечная. Ну и при этом очень удачная. Естественно, что на Алиэкспресс много барахла. Были и у меня куплены кисти, которые получили рабочее название «Пёсий хвост». Ну, вот это удачное, поэтому в директ пишите, ссылкой поделюсь. Так, ну и что? Ну вот сейчас намешаю цвета для листьев. И что мне надо сделать? В принципе, вот сюда, смотрю, вот здесь тень красивая, да? Вот сейчас можно даже на камеру обратить внимание. Мария, вы в курсе, что киноварь одна из самых ядовитых красителей? Там прямо на упаковке написано «киноварь имитация». Вы в курсе, что не так много натуральных веществ нас с вами окружают в современном синтетическом мире? Так, значит, зелень. Взяла кадмий лимонный. Что еще беру? Ну вот сейчас возьму, попробую голубенькие свои. Мне нужно сначала вот самый светлый оттенок, который тут есть. Он есть вот где-то, где изнанка листа, да, освещенная, она смотрится голубоватой. А где вот лист просвечивается с лицевой стороны своей, да, если можно так, да простят нас ученые-ботаники, а вот с лицевой стороны он на просвет такой желтоватый. Значит, я сделаю вот сейчас где-то, и начинать всегда, ну то есть вот теплый, да, где желтоватый – это теплый оттенок, голубоватый – холодный. Начинать всегда лучше с теплых, с тех, что потеплее. Почему? Потому что из них легко сделать холодные, а из холодных теплые уже не перекрыть. Так, вот смешала что-то голубенькое с чем-то желтеньким, в такой вот тепленький оттеночек. И смотрю, где эти у меня будут листья. Так, и заложу эти самые листья. Красивый силуэтик, при этом хочется сделать цвета. И листья не должны быть
ну вот, не должны быть четко прорисованы, они должны быть такие, как сказать, ну вот с намеком на то, что здесь листья. Как бы с намеком на киноварь и с намеком на листья. Так, вот здесь уже пойдет темненькое, вот здесь бутончик. Бутончик, ну сделаю тебя бутончик. Вот там что-то, вот где-то там. Так, смотрю, и вот где-то вот над этой розочкой, где-то вот этот теплый лист с лица вот так на нас смотрит. Вот заложила все тепленькое, что тут мне нужно. Да? А теперь добавлю сюда холодного. Прибавлю сначала голубых. Прибавлю голубых и смотрю, куда мне уже нужно добавлять эти голубые. Вот здесь лежит товарищ. Вот что-то там такое. Ну, здесь уже можно делать более размашисто. Так, вот здесь. И буду утемнять. То же самое, как вот с самими цветками. Начинаю с самых светлых. Так, вот здесь можно бутончик сделать, да? Начинаю с самых светлых мест и постепенно набираю темноту. Так, и вот увидела, что можно еще, ну вот у вас не видно, да? У меня видно, что можно еще один листочек зелененький, ну, желтоватенький, тепленький вот сюда уложить. Так, и мне, наверное, надо позаботиться о том, чтобы мой букет как-то логично вот здесь заканчивался, да? То есть мне надо как-то вот здесь его доделать. Так, ну тут тоже вот такие пойдут товарищи какие-то. Ну, не разбериха, да, уже. Так, и вот здесь я хотела бутончик. Бутончик. Начать его можно с лимончика. Лимончика. И добавить ему чего-то там еще. Так, а остальное тут будет темненьким. Так. Теперь мне надо набрать. Теперь, ну вот здесь, кстати, ждет, а набрать надо, наверное, сейчас все-таки больше позаботиться о цветах, чтобы не пересохла бумага у меня на цветах. Смотри, набрала красный с розовым. Значит, пока подниму. Да, сегодня ну, в осложненных, да, в осложненных условиях. Так, вот чтобы все было в кадре. Так, киноварь, ну вот даже не устраивайте себе горе от ума. Киноварь в сегодняшнем мире имитация. Там на ней написано имитация. Киноварь имитация. Так. Вот у меня, кажется, прибавилась розочка.
Я лично вообще, вот у меня такое мнение, ну вот личное мое, да, субъективное, что вся вот эта, все эти танцы с бубнами насчет ядовитости, кадмиев и, и прочих, и прочих ингредиентов, да, они ну, по своей основе имеют маркетинговую вот эту борьбу. Вот этот наш бренд, да, основной, наш российский, позиционирует себя как, ну, вся его прелесть в том, что, ну и так вот, да, с 900 лохматого года его фишка, что это натуральные краски. И вот пришли на наш рынок иностранные, и они, ну, как бы, да, вот в противовес, чтобы отстроиться от конкурентов, скажем так, и победить их по очкам. И вот запущена эта утка про вредность, какую-то неслыханную, страшную вредность для наших организмов. Вот, мне кажется, мы их не едим, не пьем эти краски, не облизываем кисточки, как в детстве, хотя тоже жертвы разрушений нет после этого. В художественной школе все дети с удовольствием пробуют на вкус эти белые ночи чудесные, они все сладкие. Я помню их вкус, но я жива и, в общем, без каких-то интересных диагнозов. Так, что у меня? Вот. Поэтому я лично отношусь к этому просто как к маркетингу. Если вам нравится кошмарить себя, ну, кошмарьтесь. Если не нравится, просто относитесь к этому как к рекламе, ко всем этим. Ну вот, насколько вы верите в заботу банка о клиенте, настолько же и со всеми этими кадмиями и киноварами. Так, и теперь вот еще немножко подшаманила, грубо говоря, цветочки, добавила им чего-то. Акцентный, где мне надо, чтобы у меня акцентный цветочек получился, вот этот. А у меня еще откуда-то вылезли вот эти, значит, их надо затемнить. Так, и между ними добавить уже темные фоновые. Так, сейчас смотри, у меня вот здесь сыровато, вот здесь. Ой, и оно прям расплывается. Наверное, тем интенсивнее, чем мне хочется. Ну, посмотрим. Так, теперь мне надо утемнить мою зелень. Для этого беру свой любимый эндотреновый синий. К нему добавлю немного, ну вот мягкий, новый, да, краски новые, мягкие. Значит, синий кадмий лимонный. И что? И вот это же попробую киноварь. Так, получила что? Получила какой-то такой. И этим каким-то таким. Так, попробую вот здесь. Ну, рискованно в самом таком видимом месте, но попробую. Уж больно хочется, да? Отсюда почему-то начать. Когда страшно, надо слушать себя, что страшно. Когда не страшно и хочется, в общем, можно послушать себя. Так, вот эта темнота создаст нам необходимый объем. Вот здесь мне теперь надо. Значит, вот этот светлый листочек, а под ним там глубина. Так,
вот, наверное, синевато. Значит, добавлю киновари. Ну, красный. Ну, в общем, ну, грубо говоря, будем так называть. Ну, не грубо. Условно говоря, это красный у нас. Так, вот ежи. Почему? Потому что сыровато. Ну, в общем, устраивает. Так, вот этот цветок. Так. Смотрю, что у меня здесь. Смотрю, что у меня здесь. Где-то, где розочка? Вот здесь у меня еще между ними листья. Где-то вот здесь. Вот здесь. Бумага мокрая. Все это расходится. Так. Без киновари, конечно, можно. Просто кадмий красный. Я вот им заменила киноварию, я заменила кадмий красный, потому что мне что-то вот надоело то, что он кадмий этот гранулирует. А так, в принципе, ничего личного. Кадмий. Так. Вот как-то мне надо теперь завершить композиционно это место. Как? Не знаю. Значит, вот туда пошло в букет, туда. Ну, так и сделали, да? Вот непонятки. Ушел туда букет и ушел. Че ушел? Так. Типа, ой, я отклеился. Значит, теперь надо будет... Все видно? Теперь надо порешать вопросы с вот этими белыми оставшимися участками. Посмотреть, где они нужны, где не нужны. Ненужные убрать, нужные сберечь и оставить. Ну вот здесь, так, как вы лежали, товарищи? В принципе, ну светлого ничего, такого совсем белого ничего и нет, да? Значит, можно их все закрыть, потому что вот эти непрокрашенные места, они как бы так олицетворяют собой на рисунке всегда яркий свет. Вот если у нас тут нигде яркого света нет, а его тут нет, потому что вот здесь тень. Так, этот листочек шел как-то так. В общем, лишнее все закрыть. Нужное подчеркнуть. Давай поднимем. Как же мне сделать? Так, вот с этим теперь надо решить. Вот здесь много мельтешни какой-то, вот это светлое лишнее закрываем. Ну, что-то надо оставить, но в основном закрыть. Так, вот здесь, что все на таком позитиве. Нужно как-то это тоже с этим разобраться. Так, и вот здесь у нас, что это такое, товарищи? Что это вы вот здесь такое устроили? Только я слежу, где резко будет граница между цветком и вот этим фоном листьями, а где мягко. И я должна все это... В общем, руковожу этим я. Где дотронулась. Так, вот этот цветочек, как он у меня лежит. У меня он тут вот я смотрю, несанкционированные какие-то затекания, значит, я их просто убираю. Вот, я слежу за процессом. Я здесь мать. Смотрю, что здесь. Ну, вот это мы подчеркнем. Вот все вот эти незакрашенные белые места оставляем, они нужны. Вот здесь, смотрю,
посмотрим, что. Здесь, наверное, это не нужно. Так, и вот здесь как-то надо тоже эту тему обобщить. Ну, какую-то непонятку вывести, да? Вот здесь будет тень, как мне не разместиться. Мне неудобно. Так, и что мне хочется сделать? Вот здесь листья плывут. Плывут, в принципе, красиво. Мне надо этим процессом тоже немножко поруководить. Здесь этот листочек. Здесь этот. И вот здесь немножко, ну вот не мешает букет. По-хорошему, конечно, подальше его немножко отложить. Вот здесь вот это нужно. Ну да, наверное, нужно. Вот так. Вот этот край оставлю четкий, такой, как освещенный лепесток. Этот закрою. Вот здесь мне светлые, смотрю, нужны эти. Ну да, будут. Вот здесь тоже затекло. Значит, я здесь мать, я убираю. Так, что мне осталось? В общем, основная такая какая-то заливка, да, все самое важное уже заложено. Мне теперь надо сделать вот здесь, ну, можно, да, сделать тень, чтобы было понятно, что этот букет лежит, а не что-то это такое космическое. Так, и останутся какие-то совсем такие, ну, последние штрихи, да, которые вот какие-то лепесточки подчеркнут. Лепесточки, листочки, лепесточки. Вот если бы была у меня салфеточка сухая, я была бы тут еще в большей степени руководителем. Ну, поскольку я забываю все время запастись сухой салфеточкой. В общем, так акварель со мной немножко спорит, кто здесь мать. Но я ей не уступаю. Так. И вот можно попробовать сейчас. И можно попробовать, вот, ну, насколько позволяет влага, вот степень влажности бумаги. Так, на YouTube у меня немножко все. Ой. Вот так, наверное, нормально, да? Вот здесь пошли какие-то пятна. Ну, ладно. Листья. Вот ножки у этих листьев попробую сделать карточкой. Так, как они у меня лежат? Вот, ну, что-то, какие-то более такие четкие линии, да, должны появиться на рисунке. Ну, вот пусть. Нет, сыровато бумага, рановато взялась за это. И сейчас вот сделаю тень. Тень была видна, да, изначально, сейчас уже не особо. Намочу, вот здесь, где у меня тень должна быть. У тени не должно быть четких краев каких-то, совсем уж таких не сделать. Короче, сверху верхней части рисунка будет такая отпечатки самих цветов, наверное, на мокрой бумаге. Так. Значит, сделаю что? Сделаю эту тень. Тени цветные, они не серые. Вот сейчас уже под рисунком не видно, а в начале эфира было видно, что
Ну, насколько вообще вот тут все цветно. Насколько цветно. Значит, темно, при этом цветно. Ну, немножко по краю тени, да, раз все-таки это тень. Немножко дам ей такой вот синеватости какой-то. Но все это тоже, в общем, деликатненько так уведу. Что осталось сделать? Остались, ну вот совсем, как мне разместиться? Проблема. Проблема. Значит, остались совсем-совсем деталюшечки. Здесь слишком светло, значит, убираем. Надо нам слишком. Никаких слишком нам не надо. Вот белый. По сути дела, отсюда надо убрать белые пятна. Они сбивают с толку. 10. Так, теперь надо красиво сделать какие-то намеки на что-то, И могу вам сразу сказать, ну не сразу, вот, уже когда мы нарисовали, что с 1 августа у меня открывается курс «Акварельный драйв», где мы будем рисовать с натуры, где вы будете рисовать с натуры, каждый со своей натуры. Не так, как сейчас, не этюдно, не без карандаша, все это будет, будут такие натюрмортики ваши, натура будет вот непосредственно авторская ваша, будет задана на неделю общая тема, и по каждой теме я буду давать теоретические установки, да, теоретическую часть. Так, не на тот цветочек посмотрела, неправильно сделала. Я буду давать теоретический урок, покажу, как я это сделала, как я это применила на практике, а вы сделаете то же самое, но совершенно на своей натуре. Выберите ее сами, ну вот в соответствии с темой. Допустим, фрукты на тарелке, фрукты с посудой, да? Овощи, стеклянный предмет, металлический. В общем, натура будет ваша. От меня инструктаж предварительный и консультирование вас вот в ходе работы. По выходе с курса у вас будет 8 своих, абсолютно своих, аутентичных, не похожих ни на чьи мастер-классы, абсолютно ваших собственных авторских работ. 8. И смелость идти дальше, создавать абсолютно свои вещи, свои картины. То есть вот эта смелость рисовать все, что хочется, не боясь, что не получится, вот это вы обретете на курсе. Курс будет длиться 2,5 месяца, то есть 8 недель
таких рабочих, плотных рабочих, и 2 недели на консультирование какое-то окончательное, доделку каких-то работ. Ну, в общем, всегда уже вот мой опыт проведения таких мероприятий показывает, что четкая дата никогда не срабатывает, окончание. Всегда что-то надо доделать, кого-то подождать. Зарегистрироваться на курс, узнать про него можно по ссылке у меня в профиле. Помимо моих консультаций у вас будет чат общения, помощь, поддержка сокурсников. Это тоже само по себе очень важное, очень приятное обстоятельство всякого обучения. Вот сейчас я уже смотрю просто, где мне надо что-то сакцентировать. Но вот самыми акцентными должен быть какой? Вот этот цветок и вот этот. Ну и может быть вот этот. Остальные в меньшей степени должны быть прорисованы. Так, вот здесь откуда у меня взялся цвет? Цветы уже, конечно, 100 раз перелегли в соответствии с собственными намерениями. Вот здесь я помню, что изначально было красиво, сейчас, конечно, все ушла былая красота отсюда, из этого места. Так. Вот здесь у меня был бутон. Значит, надо его так. И, значит, затенить какие-то участки еще. Набираю красный, желтый, синий, вот такой темненький пигментик, чтобы где-то что-то вот еще сильнее подчеркнуть, чтобы букет получил вот необходимый ему объем. Глубина должна образоваться где-то вот в листьях там, где-то там, да? Немножко там. Ну вот, чудненько в соавторстве с самими листьями. Ну вот тут рисую то не знаю что. И, в общем, тоже этого не боюсь. Так, ну вот теперь в ложу прям боюсь цветы положить. Ну а что мне делать, да? Кладу. Кладу и смотрю, чего не достает. Уже все вот совсем финальные какие-то краски грязные. Так, где-то совсем смотрю, вот где мне надо сделать еще темнее, чтобы стало объемнее, да? Не потому что я люблю тень, а потому что я люблю на рисунке объем.
Ну вот в Инстаграме эфир слетел без каких-то предупреждений. Обожаю Инстаграм, обожаю. И что? И не дает мне даже зайти в новый эфир. Так, значит, сейчас, секунда, я как-то решу этот вопрос. Что ты хочешь от меня? Открыть мою историю. Ну, чудо, чудо чудное и диво дивное. Ну, сделай хотя бы снимок экрана. Ну, лапочка моя. Как сделать снимок экрана? Вот так мы сделали снимок экрана, а дальше нам, очевидно, придется перезагрузиться прямо вообще, потому что чудо, чудо, как люблю я iPhone свой новый. Это просто чудо зависаний, притыканий, неожиданных каких-то сюрпризов. И никто пусть мне больше не говорит, что iPhone это вершина телефонии. Теперь его попробуй включи. Давай, что лапочка, давай включайся. Не хочет. Навернулся. Так, включился. Значит, через пару минут зрители в Инстаграме смогут присоединиться опять к эфиру. Вот так бывает, поэтому я всегда параллельно с эфиром в Инстаграм делаю видеозапись для YouTube. Ну вот сегодня это прямой эфир, по понедельникам прямой эфир. А ежедневно, вот получается сейчас со вторника по пятницу, по будням, я делаю параллельно с эфиром видеозапись для закрытого клуба. При монтаже в кадр вставляю, вот, ну, куда бы, где посвободнее место. Ну, вот сегодня цветы лежат в кадре, да, и автофокус. Тоже не нравится. Значит, вставляю референс где-то вот на свободные места. И без съемка у меня ведется без автофокуса, то есть вот камера не гоняется за моей рукой, вот как сейчас. Вот такого эффекта нет. Поэтому в клубе все мастер-классы вот в хорошем HD качестве. Так, ну давай. Сейчас мы сделаем сторис без эффектов. Оп. Вот это то, что у нас сорвалось. А теперь мы попробуем зайти в эфир. Проверка соединения. В общем, все не просто в Инстаграме, поэтому нужны запасные площадки. Так, и я смотрю, что же мне надо сделать здесь. Вот здесь смотрю, вот под этим цветочком очень четкая вот здесь граница. Но у меня она, наверное, не получится. Присоединяйтесь заново. Эфир, вот первая часть эфира не сохранилась, слетел эфир у меня, но надеюсь, что сохранится трансляция на YouTube, поэтому на YouTube можно будет его пересмотреть, ну и он останется. Самыми нежными чувствами к Инстаграму и к айфону, к нескладности и несовершенству их работы. Так, ну, в общем-то, и, наверное, уже все, да? Вот насколько удачный получился этот этюд, конечно, судить можно будет после.
Ну вот мне было неудобно из-за того, что он лежит тут прямо, лежит у меня он тут прямо на работе, да. Это, конечно, отягчающее обстоятельство, усложняющее. Поэтому я думаю, что вам все-таки будет попроще. Но всегда приятно рисовать. С натуры всегда видно больше оттенков, нежели тогда, когда мы рисуем по фотографии. Человеческий глаз различает больше оттенков, чем камера. Камера их все объединяет, обобщает, ну, приводит к какому-то незначительному количеству. Да? А человеческий глаз как раз-таки видит много различий. Поэтому все рисунки с натуры более живописные, чем рисунки по фотографии. Так, ну вот что, попробую брать цветочки. Вот у меня сегодня такая немного соавторство непосредственно от самих цветов. Ну, я посмотрю, как обрезать потом этот лист. Сам формат листа тоже был взят, вот, чтобы было место мне как-то разместиться. Так, ну вот чат. Ну чата особо нету, да? Все, везде свои тонкости и на ютубе, и в инстаграме. Вот в инстаграме слетел эфир, зато есть эфир на ютубе у нас сегодня. Чудесно. Ну и что, в заключение, ну вот пока, пускай они так лежат, я на них еще посмотрю сейчас, пока чуть поболтаю минутку. И посмотрю, может быть, где-то захочется что-то доделать. В инстаграме сохранится вторая часть эфира, а на ютубе, надеюсь, что эфир с самого начала нужно будет посмотреть. Ссылка на трансляцию на YouTube есть у меня сегодня в закрепленных сторис. Тоже, в общем-то, у вас есть все явки и пароли. Эфир в открытом доступе. И он там останется. Зову вас на предстоящий курс, который начнется у меня с 1 августа. Это курс «Акварельный драйв». Там вы научитесь рисовать с натуры, со своей натуры. Я буду вас теоретически подковывать, давать вам, инструктировать вас, на что по конкретной теме. 8 недель, 8 тем. По каждой теме я предварительно будет выходить урок в записи теоретический, вот с теорией, на что обратить внимание по этой теме. Ну, вот и дам знания такие концентрированные, вот необходимые для этого, из живописи, академического рисунка. То есть вы будете подкованы теоретически, а я покажу вам, как я применила это на практике, а рисовать вы уже будете со своей натуры, будете сами придумывать конкретный сюжет. Композицию, конечно, мы тоже с вами обговорим, вы будете знать, на что ориентироваться. Как сделать это максимально эффектно, чтобы ваша работа смотрелась максимально выигрышно. И нарисуете свою авторскую работу. Я буду выходить на связь в чате 2 раза в день, то есть каждый день вы сможете, вот в течение недели, при желании, вы сможете 2 раза в день показывать мне свою работу вот на каком-то промежуточном этапе. Ну, если вот у вас будет какая-то неуверенность, да, правильно вы сделали или неправильно. И то есть вот под полным моим таким детальным постоянным руководством вы нарисуете свои 8 авторских работ и будете видеть работы ваших сокурсников, да, ну раз у нас курс сокурсников. То есть как бы я особо не захваливаю кого-то, чьи-то работы в чате, когда проверяю, я больше настроена на то, чтобы научить вас видеть ошибки, чтобы вы их видели. Не для того, чтобы вы достигли совершенства, а для того, чтобы вы научились правильно анализировать свои работы, свои ошибки, только так как-то их можно как-то от них отталкиваться. Да? Ну вот, это моя задача.
одногруппники, сокурсники, они друг друга поддерживают и всегда и очень мотивируют, и очень посмотри, как у меня, и посмотри, как у меня, и вот, девочки, как вышло у меня. В общем, помимо моих указаний на какие-то технические ошибки, всегда есть очень сильная такая взаимовыручка, взаимомотивация, взаимоподдержка от участников друг для друга. В общем, это тоже очень важная такая составляющая любого обучения. Записаться на курс, прочитать подробное описание можно по ссылке у меня в шапке профиля. Помимо этого, я приглашаю вас всегда, ежедневно, всегда, в закрытый клуб акварельной зарядки, там, где уже более 200 моих мастер-классов. Я в эфире каждый будний день в течение года. Вот 17 июля исполнился год акварельной зарядки, поэтому больше 200 мастер-классов уже накоплено в клубе. Они все на YouTube в хорошем качестве, с референсами, с фотографиями моих работ. В клубе, клуб по подписке, подписка дешевая, но в подписку входит 4 консультации в месяц, то есть по субботам у нас эфиры с разборами работ. Каждый участник клуба может загрузить свою работу в соответствующий альбом для того, чтобы я вышла в эфир и дала какую-то обратную связь по этой работе. И что еще я вот хочу для участников клуба, поскольку YouTube у нас они будут смотреть запись YouTube, чтобы как-то смотивировать себя на регулярное рисование. Подписка стоит 490 рублей в месяц, 200 мастер-классов в одновременном доступе и 4 консультации в месяц. Мне кажется, вот масштаб контента, масштаб полезности вообще, цена несоразмерно мала. Вот так я считаю. Так, сбилась с мысли. Для участников клуба. Вот хочу вам такую поставить, предложить вам, и чтобы вы поставили перед собой такую задачу, чтобы у вас обязательно была работа, которую надо вам выложить к субботе на разбор. И уже одной только этой задачей у вас будет 4 шедевра в месяц сделано. Сделано. Я год назад поставила себе задачу рисовать со скоростью 1 шедевр в день. У меня это получается, я привыкла, я уже не могу не рисовать. И это дает вот на примере моего аккаунта посмотреть мою ленту. Вся моя лента нарисована в прямом эфире. И вы можете вот на моем примере проследить мой прогресс, мою смелость, как я вот становлюсь смелее и дерзновение, что называется. Соответственно, чем чаще вы рисуете, тем лучше будут ваши результаты, потому что здесь помимо знаний, знание это одно, а масштаб, количество практики это другое. В общем, это очень важно, очень важно. Вот что не имеет значения в рисовании, в обучении рисованию взрослого человека, это чтобы кто-то ему сказал, что у него есть какой-то талант. Вот талант вообще можно отложить, зачеркнуть, а только на 99% у вас должно быть желание, усердие и мотивация добиться результата. Так, а по приобретению доступа в личку. Можно в личку, можно сразу идти по ссылке в профиле. Все есть у меня на сайте. И можно в личку, как вам удобнее. Сбилась с мысли, мысль пришла в голову, никого там не застала и ушла. В общем, чем чаще вы рисуете, 99% вашего усердия и вашей практики, мотивации для того, чтобы добиться успеха. Талант настолько мифическое, неизмеримое, что-то такое, нечто сакральное, которое можно вообще не брать в расчет. Только ваше усердие, мотивация, труд и работа. И что еще? И вот 99% усердия
и на 1% хотя бы вот желание обучаться, желание узнавать, ну и вот теоретическая база, да, и то вот почти что в 100 раз должно быть больше вашей конкретной практики, потому что сама по себе теория руку никак вам не набьет, не разовьет. Смелости, ну, когда ты знаешь, что тебе делать, это, конечно, дает определенный вот, уверенность в себе, да, но научиться рисовать надо учить руку, в общем, надо учить руку. Поэтому я призываю вас, я привыкла, вот уже ровно год я рисую каждый день, рисую прилюдно, рисую при народе. Ни разу за год не было такого, ну вот один раз было, один раз было такое, что я не стала публиковать. Но и то потому, что как бы у меня уже завышенные, да, завышенные к себе требования. Конечно, не всегда, далеко не всегда мне нравятся мои работы, но и требования растут. Вот не ждите, что если сейчас вам чаще не нравятся ваши работы, чем нравится, не ждите, что это кардинально поменяется, потому что я думаю, что Илье Репину тоже нравились далеко не все его работы. Вместе с развитием вашего навыка, вместе с обучением, вот, с практикой, совсем очень поднимаются, вырастают критерии, вы узнаете вот это, теоретические знания у вас прибавляются, да, и вы уже оцениваете свою работу не только на эмоциях, но и по каким-то критериям вот, совершенных ошибок. Да? И это тоже, с одной стороны, это как-то отнимает какой-то процент удовольствия от работы, да? С другой стороны, это такая точка роста, очень сильный мотиватор, вот обучаясь и практикуясь параллельно, мы поднимаемся по этой лестнице выше, 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 требования растут, уровень растет, удовольствие от процесса все равно остается. Я вот оценить вот эти вот, что я тут намахала, я смогу, когда отдохну от этой работы, на удовольствие от процесса, вот этот полученный драйв, свободу, свободу того, что я могу рисовать без карандаша, просто брать кистью и махать то, что вижу, то, что мне нравится. Это, в общем, ни с чем не сравнимое удовольствие, такое ощущение собственной силы, свободы, какого-то вот такого всемогущества какого-то такого, да, можно даже так сказать. Ну, в общем, если подобрать слова, можно выразиться очень красиво и очень фигурально. Над этим надо подумать, поработать. Ну, в общем и целом, полученными эмоциями я довольна, а оценить можно будет позже. Но довольна. Поэтому приглашаю вас на курс, приглашаю в клуб, приглашаю просто на эфиры в Инстаграм. И по понедельникам эфир у нас параллельно Инстаграм и Ютуб. Приходите, подписывайтесь, смотрите, начинайте рисовать. Чем чаще вы рисуете, тем быстрее вы почувствуете результат. Ваши близкие почувствуют результат. Начнут вас поддерживать, потому что тоже увидят результат. Ваши зрители вашего аккаунта начнут предлагать купить ваши работы. В общем, вы почувствуете, вот, особенно после курса вот акварельный драйв, да, на который я вас приглашаю, вот это будет концентрат, такой бешеный рывок, бешеный скачок в этом направлении, в направлении вот обретения этой свободы, которая станет заметна не только вам, но и вашим зрителям, покупателям ваших работ. И вот ко мне уже, вот за этот год, ко мне много раз поступали предложения поучаствовать в выставках. Но мне почему-то, почему-то пока не зазвали. Ну, в общем, предложения поступают. Кто везет тому, кто везет. Начинайте работать, и вы добьетесь больших результатов. Все, на этом я завершаю оба эфира. Значит, в Инстаграме у нас остается вторая часть эфира, а на Ютубе будет эфир полностью от начала до конца. Все, жду вас завтра на эфире в Инстаграм.